Приветствую вас на канале Verska Life. Продолжаем нашу серию видеоуроков, связанных с паролем. Сегодня реализуем его валидацию в режиме реального времени. При вводе пароля будет проверяться его длина, наличие цифр и специальных символов. Такой функционал пригодится каждому, кто разрабатывает формы для сайтов или приложений. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ну а мы начинаем. Итак, для начала предлагаю скачать иконку. Для этого давайте перейдем на сайт svgrepo.com, ссылку я оставлю в описании. И в строке поиска введем чек. Далее найдем понравившуюся нам иконку. Пусть будет это. Изменим ей немного цвет. Нам подойдет белый. И скачаем нашу папку с мини-проектом. Назовем чек. Итак, теперь можем перейти к HTML-структуре нашего файла. Добавим div с классом validation блок. Внутри него расположим заголовок h2 и назовем валидация пароля. Ниже разместим блок с инпутом и прогресс-баром. Назовем validation блок item. Input с типом password и ID также будет password. Добавим placeholder. Введите пароль и класс. Input. Под инпутом, как уже говорилось, у нас будет прогресс-бар. Прогресс-бар. И внутри него расположим span с ID progress. Далее. Под нашим блоком расположим критерии. Они у нас будут списком, поэтому добавим all с классом validation блок критерия. И внутри него расположим li, наши пункты criterion. Первый li у нас будет с ID length, длина пароля, 8 символов минимум. Второй li будет с ID number, только для чисел, число. И третий ли будет с ID символ. Специальный символ. Напишем в скобках, чтобы понималось, какие именно. Например, собака, решетка и доллар. Так, видим, что структура готова. Теперь можем перейти в стили. Итак, в стилях для начала нам необходимо подключить шрифт.
Для этого перейдем на Google Fonts и в строке поиска пропишем «Работа». Перейдем и нажмем Get Font. Далее Get Empt код. Выберем Import. Выделим наш код. И скопируем в Style CSS. Далее обнулим все ненужные стили. Для body зададим шрифт, который только что скопировали работу. Так, сделаем флекс контейнером. Расположим наш блок по центру. Экран будет на всю высоту. Зададим фон 9DA. Далее для блока зададим размеры, так как он flex элемент. Мы можем воспользоваться свойством flex и сделать ширину 400 пикселей и разрешить уменьшаться при адаптиве. Дадим фон белого цвета. Добавим внутренний отступ. Сверху 25, справа слева также 25 и 15 пикселей снизу. Закруглим на 12 пикселей. Добавим небольшую тень. И теперь мы можем перейти к заголовку. Для заголовка зададим текст Line Center, шрифт 22 пикселя и отступ вниз 20 пикселей. Для блока с нашим инпутом и прогресс-баром зададим отступ вниз 20 пикселей. Для инпута зададим на всю ширину. Внутренний отступ будет 10 пикселей. Border сделаем такого цвета. И закруглим на 8 пикселей. Ширину укажем 16 пикселей. Берем Outline. И сделаем отступ вниз 13 пикселей. Далее перейдем к прогресс-бару. Зададим высоту 8 пикселей. Фон. Закруглим на 4 пикселя. Все ненужное мы уберем, скроем. Делаем Position Relative. И добавим отступ вниз 10 пикселей. Далее для спана внутри прогресс-бара зададим Display блок на всю высоту. Ширина изначально у нас будет 0%. Фон будет красным. И зададим плавность. Мы будем изменять как раз ширину. Далее для наших критериев зададим шрифт 14 пикселей
Делаем их флекс-контейнерами и зададим цвет. Добавим отступ всем, кроме последнего элемента. Not last child. Отступ 10 пикселей. Теперь перейдем к нашему псевдоэлементу before. Зададим отступ вправо от него 10 пикселей. Добавим border. Изначально он у нас будет вот такого цвета. Шириной 15, высота 15. И сделаем полностью круглым 50%. Теперь займемся фоном. Background Position расположим по центру нашу иконку. Размер зададим 10 пикселей. 10. No repeat. Запретим повторяться. И добавим плавность. Плавность нам поможет именно тогда, когда мы будем менять наш фон. По классу Valid нашему псевдоэлементу мы будем задавать цвет нашего кружочка 49 на 70, да, вот пусть будет такой. Border также будем изменять, тоже будет зеленого цвета. И само изображение фона у нас будет чек SVG, который мы в самом начале загружали. И немного еще давайте изменим наш пункт, наш критерий при классе Valid. Добавим немного жирности, font weight 600. Отлично, теперь давайте перейдем к JavaScript. Итак, для начала объявим переменные. Поле для пароля. Password. Input. Получим его по ID. Password. И progress bar. Назовем переменную, так можем и назвать, progress bar по ID progress. Далее создадим объект, который будет содержать ссылки на наши критерии. Назовем его критерия. В нем у нас будет длина, соответственно. И сразу же добавим ссылку по ID length. Можем скопировать. Далее будет number и symbol. Отлично. Теперь создадим функцию, которая будет запускаться при вводе текста в наше поле
пароля, password input. Давайте назовем ее check password. Анонимная стрелочная функция. В ней создадим переменную password, которую будем получать значение нашего пароля. Password value. Далее нам нужен счетчик для того, чтобы считать выполненные условия. Зададим переменную valid count, и изначально она у нас будет равна нулю. Сразу давайте проверим длину пароля. Если password length больше либо равна 8, то в таком случае мы для критерий а именно для длины добавляем класс valid и увеличиваем наш счетчик. В противном случае, если у нас длина меньше 8, мы удаляем класс valid. Все максимально просто. Давайте проверим. Для проверки нам нужно написать сразу обработчик событий. Пустили немного этот момент, но ничего страшного. Для нашего пароля, для текстового поля input, событие input. То есть, когда мы будем изменять наше поле пароля, будет вызываться функция check password. Так, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видим, что условие выполняется. Далее нам нужно проверить наличие числа в нашем пароле. Для этого опять используем условие if и будем проверять, точнее искать шаблоны в строках с помощью регулярных выражений. В регулярных выражениях символы со слэшем – это мета-символы, и все они имеют специальное значение. К примеру, D – это цифра, W – это буква или цифра, S – это пробел. То есть мы все это можем найти в нашей строке. Это если вкратце. А найти мы это сможем с помощью метода тест. Так, мы ищем число, значит, запишем нашу конструкцию, именно подходящую для поиска числа. Используем метод тест и будем искать число в нашем пароле, password. Итак, далее я предлагаю вам поставить видео на паузу и попробовать самостоятельно написать код.
Готовы. Ставим на паузу. Я уверен, что у вас получилось, так как все абсолютно практически идентично. Единственное, что нам нужно поменять, это length на number, потому что класс мы добавлять будем именно для этого пункта списка. И в противном случае можем также скопировать и поменять length на number. Давайте проверим. Попробуем написать буквы. 8 букв, уже больше даже. И введем цифру какую-нибудь. Отлично, все срабатывает, как мы видим. Нам остается только прогресс-бар и специальный символ. Что ж, давайте проверим наличие специального символа. Для этого можем скопировать предыдущее условие. Единственное, нам нужно поменять выражение. Можем добавить полный набор спецсимволов. Я их заранее подготовил, чтобы не тратить время. И также с помощью метода тест проверять их наличие в нашей строке. Изменить number на символ. И тут также изменить number на символ. Проверяем. 8 символов, число и доллар. Супер. Теперь займемся прогресс-баром. Для этого создадим переменную progress %, проценты прогресса, и в ней мы будем вычислять долю выполненных условий. Наш счетчик valid count мы будем делить на 3 и умножать на 100. И этот процент мы запишем в ширину прогресс-бара через style, вид, ширина, с помощью обратных кавычек будем использовать проценты для нашей ширины. И теперь нам остается только изменить цвет нашего прогресс-бара в зависимости от количества выполненных условий. Если наш счетчик равен 1, то есть одно условие выполнено, в таком случае фон будет у нас вот такого цвета. Далее else if, если выполняется два условия, то цвет будет такой. И напоследок, если выполняются все условия, то есть 3, цвет у нас будет зеленого цвета. Отлично. Проверяем. Вводим буквы. Видим, что одно условие выполняется. Вводим число. 2 условия. И
$1. 3 условия. Все выполнено. Код срабатывает отлично. С вами полностью с нуля реализовали валидацию пароля в реальном времени. Проверили наличие спецсимволов, чисел и проверили количество самих символов. Если это видео было для вас полезно, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Также на моем бусте вы сможете найти доступы к исходникам, дополнительным материалам и эксклюзивным урокам. Ссылку оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.